меня все еще 10 пальцев, и мне нужно остаться с 10 пальцами и найти вашу карту. Итак, раз, два, три. Трюк с капканом – визитная карточка фокусника из Мытищ Артема Орлова. Эффектно, шокируя зрителей ловкостью рук, парень спасает из ловушки ту единственную карту, которую вы загадали. Именно этот фокус и помог ему выйти в финал фестиваля иллюзионного искусства братьев Сафроновых «Маги в парках», который прошел в конце августа в Подольске. Узнал о шоу Артем благодаря подруге, которая работает в одном из парков. Записал промо-ролик и подал заявку на участие. Артем Орлов на этом шоу стал лучшим в номинации «Микромагия», когда фокусы показывают зрителям практически на расстоянии вытянутой руки. Не так было много участников, если я правильно помню, было 6 и 7 номеров. Вот, то есть были достаточно все разные, кто-то показывал трюки с веревками, кто-то показывал с картами, кто-то манипуляции с шариками, спонжиками и так далее. Несмотря на то, что это первый в жизни Артема фестиваль и первое соревнование с братьями по цеху, в себе он был уверен. Фокусы в его жизни еще со студенческой скамьи. Страха, наверное, какого-то не было, но волнение было, потому что мне кажется в целом, что для любого артиста, пока есть волнение, значит, он заинтересован в том, что он делает. Как Артем стал фокусником? Говорит, помогла череда невероятных случайностей. Учился парень на юридическом, планировал стать адвокатом. И даже один день отработал по специальности. Я пришел, я устроился, меня взяли, я в целом, наверное, даже неплохо себя проявил в первый рабочий день. Но я понял, что после 4-5 лет на сцене КВН, универа, сидеть в офисе я уже не могу. Ну а дальше были знаки, шутит Артем. Например, случайное знакомство на свадьбе друзей. Там был фокусник из Нижнего Новгорода, я познакомился с ним, и для меня было открытием, что можно зарабатывать на жизнь, не будучи Дэвидом Блейном. Чуть позже знаковая поездка в Сергиев Посад с подругой, после которой артист принял решение, изменившее его жизнь. И по дороге она мне сказала: Артем, ты же вроде умеешь шутить и знаешь достаточно фокусов, почему ты не зарабатываешь на этом? И вот меня щелкнуло, я такой, наверное, надо. Помог ему на этом поприще и многолетний опыт выступлений в студенческом КВНе. Желание рассмешить и произвести впечатление на публику для Артема – задача непростая, но очень азартная. Шаг за шагом, начиная с детских праздников, он нарабатывал опыт и расширял круг знакомств. И вот, уже 4 года Артем успешно зарабатывает на жизнь с помощью фокусов. И точно знает, что нужно, чтобы стать профи в этой сфере. Понимать зрителя, чувствовать его, потому что разным зрителям нужно разное. Наша съемочная группа – зритель неискушенный, так что Артему легко удалось нас удивить. Знаменитая игра в 90-х особенно была популярная — стаканчик и шарик. В моем случае только 1-1. Можете проверить, да, что все с ним в порядке. Так, вот здесь все в порядке, никакого стаканчик, второго, шарик. третьего дна. Шарик, нужно угадать, где шарик. В стаканчике или же у меня в кармане. Ну а дальше невероятно быстрая серия манипуляций, за которой просто невозможно уследить. В какой-то момент совсем упускаем шарик из вида. И здесь появляется лайм. Ну а пока удивляемся ловкости рук Артема и неожиданному появлению лайма, он рассказывает про свой необычный послужной список. Например, работа фокусником-экскурсоводом в одном из тематических музеев Санкт-Петербурга. Это было прекрасное место, где новые знакомства, новые возможности, постоянно какая-то практика. И вот за счет этого я оттачивал навыки, как-то рекламировал немного себя. И параллельно я вот там выложил свое объявление с 3 фотографиями, что вот есть фокусник, заказывайте меня, пожалуйста. Дальше больше. Артем решил устроиться фокусником на круизный лайнер в Штатах. Хоть и был уверен, что туда берут только именитых иллюзионистов. И я подумал, что это интересная возможность, просто отослал туда резюме свое. Параллельно очень активно подтягивал свой английский, то есть мне после школы универа неплохой он был, но не так, чтобы прям активно выступать на этом языке. Вот. И получается, я дослал интервью, прошел 3 стадии отбора, и меня пригласили и в качестве ресторанного фокусника. Так, 2 года подряд с небольшими перерывами Артем показывал гостям лайнера целые шоу микромагии, ежедневно оттачивая навыки. Кстати, за фокус с капканом, с которого мы начали наш сюжет, Артема Орлова окрестили Crazy Russian. Эта работа дала ему многое – путешествия, новые знакомства и простор для фантазии. Сейчас Артем взял небольшой перерыв в дальних командировках, живет в Мытищах, выступает на праздниках и корпоративах по всему Подмосковью. В его мечтах создать свой уникальный номер, которым он сможет удивить не только зрителей, но и коллег по цеху. А еще Артем мечтает совмещать работу и путешествия, как это было на лайнере. Ну и, конечно, выиграть в гранд-финале фестиваля «Маги в парках», который пройдет 21 сентября в Красногорске.